Тайтхантер — милишный герой с основным атрибутом сила. Скорость передвижения 305, начальный урон 50. Базовые характеристики: 22 силы, 15 ловкости и 16 интеллекта, а также 3 брони на первом уровне. Тайтхантер получает аж целых 3 единицы силы за каждый уровень. Правда, с ловкостью и интеллектом вышла беда. Всего лишь 1,5 ловкости и 1,7 интеллекта за уровень. Первый скилл — Гаш. Тайт посылает в противника водяной поток, который снижает броню и замедляет скорость передвижения на 4 секунды. Второй скилл — это пассивная способность Kraken Shell. При прокачке пассивно снижает весь входящий физический урон. При накоплении определенного количества урона сбрасывает все негативные эффекты с тайда. Третий скилл — Anchor Smash. Тайтхантер крутит своим якорем, нанося урон всем, кто оказался поблизости. Также снижает наносимый врагами урон на 6 секунд. Ульт Тайтхантера — Ravage. Тайт сотрясает землю, выпуская во все стороны щупальца, которые наносят урон и оглушают противников на некоторое время. Один из самых мощных ультимейтов в игре. Удачно использованный Ravage может перевернуть исход любой драки или даже игры. В общем-то, в первую очередь из-за Ravage Тайтхантеры в пик и берут. Единственный реальный минус этого заклинания — очень большой кулдаун — целых 150 секунд. Как кэрри или мидер Тайтхантер не смотрится совсем. В миде он стоит достаточно слабо против большинства героев, так как он милишник. Проверять руны ему не очень удобно, маленькая скорость передвижения и нет блинка. Гангер из него тоже не сказать, что отличный. Есть, конечно, стан, но этот стан его ультимейт, поэтому чаще, чем раз в 150 секунд Тайт не может быть действительно полезен в ганге. У Тайда нет блинков, нет врожденных башей или каких-либо бустов собственной атаки, к тому же он милишный. С такими данными в кэрри идти не стоит. Саппорт из Тайда тоже средний. Тайтхантеру очень важно иметь уровень, да и деньги ему не лишние. О нуждах Тайтхантера в артефактах мы еще поговорим. Тайтхантер, конечно, может отыгрываться на роли саппорта, но я вам этого не рекомендую. Тайтхантер — это прирожденный хардлейнер. За счет своей пассивки он очень живуч, а это уже немало для стояния в хардлейне. Также из бонусов это возможность фармить лес и даже эншент крипов при помощи третьего скилла. В комбинации с пассивкой делать это получается практически безболезненно. А это значит, что постояв какое-то время в хардлейне и получив немного опыта, Тайт всегда сможет наверстать отставание в лесу. Давайте сразу разберемся, а нужен ли нам вообще Тайтхантер или стоит задуматься о каком-то другом персонаже на хардлейн. Вообще-то говоря, Тайтхантер практически универсален. Он может быть использован против абсолютного большинства героев противника. Особенно хорошо Тайт смотрится против большого количества милишников, потому что их проще всего станет ультимейтом. Также немаловажным является Anchor Smash, который снижает урон всем, в кого он попал. До ранжевиков им дотянуться непросто, а вот постоянно снижать урон милишникам очень легко. Тайтхантер — это лейтовый герой, чем дольше идет игра, тем он становится сильнее, поэтому пикать Тайтхантера лучше всего в лейт-ориентированных играх. То есть в играх, где вы и ваши противники не форсируете события и не собираетесь вступать в активные боевые действия долгое время. У Тайтхантера есть один глобальный минус — это кулдаун на его ультимейт. Поэтому никогда не берите Тайтхантера против пушей. Если у врага появляется много героев типа Пуганы, Чена, Лишака, Джакира, Некрофоса, Андайнга и подобных, лучше сразу отказаться от Тайтхантера. Если враг постоянно пушит вам вышки и навязывает сражения, то ультимейт просто не будет успевать откатываться. В итоге половину времени Тайт будет достаточно бесполезен. Также Тайтхантер не очень эффективен против большого количества ранжевых персонажей у противника. Ему элементарно трудно до них добираться. Как правило, Тайтхантер качает скиллы следующим образом. На первом уровне берут пассивку, далее максят Anchor Smash. Естественно, на 6-м уровне не забываем про ультимейт. Первый раз Гаш обычно берут примерно на 8-9 уровне. Однако, если благодаря Гашу вы можете убить кого-то на линии, то можно взять его и раньше, например, на 4-м уровне. Так или иначе, к 16-му уровню мы прокачиваем все скиллы в 4 и только потом начинаем качать плюсы. Пришло время потратить деньги. Начальный закуп. 2 пачки танго, фласка, Ring of Protection и веточка. Кольцо даст дополнительную защиту на старте, а много регена нам точно пригодятся. Stout Shield на тайде не берем потому, что он не работает вместе с пассивкой Kraken Shell.
Задача на начало игры как можно скорее нафармить Arcane Boots. Благодаря им мы сможем беспрепятственно фармить по всей карте. Можно также приобрести стик. Следующим артефактом для нас станет Blink Dagger. Blink просто необходим для того, чтобы инициировать драки ультимейтом. В противном случае враги будут просто разбегаться от нас и ничего путного не получится. После этого я рекомендую приобрести форстав. Это крайне полезный предмет, так как Тайд часто вырывается в драку первым, и без форстафа возможности уйти из драки у него нет. Также дает дополнительную ману, которую Тайду никогда не лишняя. Иногда Тайдхантер также покупает меку, но только если в игре ее больше некому купить. Мека для Тайдхантера не самый лучший артефакт, так как ее использование стоит много маны. То же самое касается Глиммер Кейпа и Пайпа. Они собираются только в случае острой необходимости, но лучше, чтобы их купил кто-то другой. Теперь пришло время первого действительно дорогого предмета. Мы покупаем рефрешер. Рефрешер для Тайда — незаменимый артефакт. На 3-м уровне ультимейта Тайдхантер с рефрешером может застанить всю вражескую команду более чем на 5 секунд, да еще и нанести сверху 720 урона каждому. Далее я рекомендую Шиву, она великолепно комбинируется с рефрешером, так как вы сможете ее использовать дважды. К тому же Шивой мана у Тайда никогда не кончается. Некоторые игроки предпочитают купить Шиву перед рефрешером, я бы этого делать не стал. Однако, если вы чувствуете, что вам не хватает брони, то перед рефрешером можно купить просто плейтмейл, а уже Шиву из него сделать позже. Последним артефактом очень неплохо смотрится Octarine Core, который мы делаем, разобрав наши Arcane Boots. Octarine снизит кулдауны на все наши заклинания и предметы, в том числе и на ультимейт с рефрешером, так что мы сможем использовать комбинацию из двух ультов гораздо чаще. Соответственно, из Arcane Boots мы делаем Тревела. Альтернативой Octarine Core может быть Hex. Собираем его, если чувствуем, что в команде недостаточно станов. Тайдхантер является танком и инициатором своей команды. Однако помните, что в начале все герои примерно равны и все они примерно одинаково слабы. Поэтому танковать на первых уровнях лезть не стоит. Главная задача Тайда на старте — это любыми способами накопить себе на Arcane Boots и взять максимально высокий уровень при минимальном количестве смертей. Если на линии совсем тяжело, то можно уделять время созданию стаков крипов на эншентах. В будущем вы сможете зафармить их и получить огромное количество денег и опыта. Также прекрасно, если кто-то из саппортов стакает для вас лес. Лес — это отличное место для фарма Тайда после того, как он купил Arcane Boots. Фармим Blink преимущественно в лесу и на эншентах и стараемся по минимуму участвовать в больших стычках до его покупки. Все дело в том, что Тайдхантеру так или иначе очень тяжело хорошо использовать свой ультимейт без блинка. Враги элементарно разбегаются в стороны. При этом, естественно, не игнорируем возможность сделать сейф ТП, если враги дерутся уже под вашей вышкой. Также всегда можете пробежаться с союзниками в смоке. Использовать ультимейт из смока будет гораздо проще. После покупки блинка начинаем более активно перемещаться с командой. Теперь уже сами зовем своих тиммейтов за собой. Старайтесь использовать ультимейт, как только подходит его кулдаун, а все остальное время фармите. Не стесняйтесь использовать ультимейт на одну цель, один фраг лучше, чем ничего, особенно если речь идет о вражеском кэри. Важным моментом в игре за Тайдхантер является наличие или отсутствие во вражеской команде БКБ. Если противники начинают покупать БКБ, то ультимейт использовать так же эффективно уже не выйдет. В таком случае Тайдхантер вынужден или совершать неожиданные нападения, например, под смоком, или же ждать, пока БКБ закончит свое действие в драке и только после этого врываться в нее. Не пытайтесь использовать ультимейт против героев БКБ, он абсолютно бесполезен. В лейтгейм стычках не всегда вырывайтесь первым. Если есть кто-то, кто может принять удар, пускай лучше вначале подставится он, иначе может не получиться дать два хороших ультимейта подряд. Вы можете не зацепить какого-то героя с сайленсом, например, или не дотянуться до героев с БКБ, которые их нажмут после и станут неуязвимы для вашего второго ультимейта. Лучше постойте чуть в стороне, переждите все БКБ, а дальше дайте два ультимейта с двумя шивами по всем противникам. При грамотной игре Тайдхантеру достаточно одного хорошего кэри в союзниках, чтобы выиграть драку 2 на 5. Лучшие союзники для Тайдхантера — это герои, которые могут за время стана от его ультимейта убить попавших в него героев без проблем. Например, Зевс, Герокоптер, Лина, Вич-Доктор, Лишак, Queen of Pain и Пак. Самые неприятные враги для Тайдхантера — это герои, которые могут пушить. Например, Пугна, Чен, Лишак, Джакира, Undying. Против них Тайдхантера лучше не пикать.
Также задумайтесь над пиком Тайтхантера против Омнинайта, Лайфстиллера, Сайленсера, Сларка, Тускара, Дума и Рубика. Каждый из них по-своему очень неприятен Тайтхантеру. Тайтхантер очень хорош против большинства оставшихся героев, но лучше всего он показывает себя против дохлых магов, таких как Лина, Кристал Мейден, Леон, Шадов Шаман и подобных. Попав в его ультимейт, у них крайне мало шансов остаться в живых. Несколько готовых пиков с Тайтхантером. Тайтхантер, Queen of Pain, Кристал Мейден, Вич-Доктор, Герокоптер. Тайтхантер, Зевс, Лина, Рубик, Врейс Кинг. Тайтхантер, Лешрак, Шейкер, Вайпер, Аппарейшн. Энчар Смэш Тайтхантера наносит физический урон, а значит работает на эншентов. Благодаря пассивке Kraken Shell, Тайтхантер уже с 7 уровня может фармить любое количество эншентов без потери здоровья. Тайтхантер — это великолепный хардлайнер и инициатор, а также отличный лейтовый боец. И еще, он является относительно простым персонажем, за которого достаточно легко освоиться новичку. Удачи!